В Вашингтоне проходит серия встреч, которые могут повлиять на развитие сразу двух международных кризисов. Президент США Дональд Трамп в течение дня отдельно принимает президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. США прощаются с одним из самых влиятельных сенаторов современной Америки – Линдси Грэмом. Тегеран угрожает Вашингтону ракетами, о которых там даже не подозревают. В Перу в День независимости впервые в истории приведут к присяге женщину-президента. Ким Чен Ын определился с преемницей. Он вновь появился на публике вместе с дочерью Чу Э. Они вместе посетили концерт и военный парад. Японию потрясло мощное землетрясение. Власти предупреждают об афтершоках. А легенда футбола Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот еще утром прибыл в американскую столицу на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом. В аэропорту украинского лидера встретили посол Украины в США Ольга Стефанишина и представители американской стороны. Сама встреча Трампа и Зеленского началась в 16:47 по киевскому и московскому времени без доступа прессы. Главные темы переговоров – российско-украинская война, дальнейшие усилия по достижению мира и усиление украинской противовоздушной обороны. В Белом доме заявили, что сейчас настало время закончить войну. Накануне украинский президент заявил, что приоритетом встречи станет укрепление стратегического сотрудничества с Вашингтоном и получение дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков Patriot для защиты от российских ударов. Также в фокусе переговоров и угроза Ирана в адрес Украины после удара по иранскому судну в Каспийском море. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не оставит эту атаку без ответа. По словам Владимира Зеленского, украинские силы нанесли удар по судам, которые использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. Также президент Украины сегодня встретится с американскими сенаторами в Капитолии. Приглашение направили всем 100 членам Верхней палаты Конгресса. По данным The Hill, встреча пройдет накануне рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России. Документ, одним из авторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, пользуется поддержкой как республиканцев, так и демократов. Однако его принятие осложняют разногласия между Белым домом и Демократической партией. В свою очередь, издание Bloomberg отмечает, что процедурное голосование по законопроекту может начаться уже сегодня вечером. Тем временем, The Wall Street Journal пишет, что Дональд Трамп в последние недели стал заметно благосклоннее относиться к Владимиру Зеленскому. По данным издания, на президента США произвели впечатление успехи украинской армии, развитие украинских беспилотников, а также личные встречи с Зеленским, украинским боксером Александром Усиком и правой активисткой Лорой Лумер. При этом источники отмечают, что позиция Трампа остается изменчивой и может быстро меняться. А издание The New York Times отмечает, что оба лидера рассчитывают извлечь из этой встречи политическую выгоду. По данным издания, Зеленский попытается заручиться дополнительной поддержкой Вашингтона и обсудить дальнейшие шаги по переговорам с Россией, тогда как Трамп заинтересован в дипломатическом успехе на фоне сложной ситуации вокруг Ирана и войны в Украине. Спустя 1,5 часа после встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот уже прибыл в Вашингтон. Отношения между двумя лидерами переживают, пожалуй, самый сложный период с момента возвращения американского президента в Белый дом. Это их первая личная встреча после начала войны с Ираном и уже 8-я с момента возвращения Трампа к власти. Главными темами переговоров станут последствия конфликта с Ираном, ситуация в Ливане и дальнейшая стратегия США и Израиля на Ближнем Востоке. Накануне Трамп признал, что между ним и Нетаньяху сохраняются разногласия по иранскому вопросу, однако подчеркнул, что их позиции остаются очень близкими. По данным CNN, премьер Израиля несколько недель добивался этой встречи. Он намерен убедить Трампа не идти на уступки Тегерану, представить новые разведданные о ядерной программе Ирана и обсудить дальнейшее военное сотрудничество. Однако позиции союзников уже не во всем совпадают. Если Нетаньяху выступает за продолжение давления на Иран, то Трамп, по информации американских СМИ, стремится избежать новой эскалации до ноябрьских выборов в США. Разногласия существуют также по Ливану, Сирии, возможной продаже американских истребителей F-35 Турции и сотрудничеству Вашингтона с Саудовской Аравией. Для Нетаньяху исход переговоров имеет и внутриполитическое значение. В октябре в Израиле пройдут парламентские выборы, а сам премьер сталкивается со снижением рейтингов. Демонстрация поддержки со стороны президента США может стать одним из ключевых аргументов его предвыборной кампании. В преддверии встречи Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху у Белого дома прошла акция протеста в поддержку Палестины. Демонстранты размахивали палестинскими флагами, скандировали лозунги и требовали арестовать израильского премьера.
Участники акции призвали власти США исполнить ордер Международного уголовного суда, который в 2024 году выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинениям в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию суда и отвергает все обвинения. Накануне Дональд Трамп заявил, что во время визита в Соединенные Штаты Биньямин Нетаньяху не будет арестован. Прежде всего, Биньямин Нетаньяху – военный преступник. Ему не место в нашей стране. Единственное место, где он должен находиться – под стражей Международного уголовного суда. В его отношении выдан ордер на арест, и я не хочу, чтобы мои налоги шли на защиту такого человека. Я требую, чтобы правительство США исполнило ордер Международного уголовного суда, арестовало Нетаньяху и передало его международному правосудию, чтобы он понес ответственность за свои действия по организации геноцида палестинского народа. Вашингтон прощается с одним из самых влиятельных сенаторов современной Америки. В столице США начались двухдневные траурные церемонии в память о республиканце Линдси Грэме, который скоропостижно скончался 11 июля в возрасте 71 год. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. Гроб с телом политика сегодня внесли в ротонду Капитолия. Такой чести в США удостаиваются лишь немногие государственные деятели. Затем в Вашингтонском национальном соборе состоится закрытая церемония прощания. С речами выступят президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. Проститься с Грэмом приехали руководители Конгресса, представители военного командования, а также зарубежные лидеры, среди которых президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Для обоих Грэм долгие годы оставался одним из самых последовательных сторонников американской военной помощи союзникам. Церемония закрыта для публики, но ее транслируют в прямом эфире. Программу дополнят выступления армейского духового квинтета и хора военно-воздушных сил США, а в завершение политики возложат венки к гробу сенатора. За более чем 30 лет в Конгрессе США, где сенатор Грэм представлял Южную Каролину, он стал одной из самых узнаваемых фигур американской внешней политики. Он служил в военно-воздушных силах США, дослужился до звания полковника, а незадолго до смерти добился поддержки Дональда Трампа законопроекта о новых санкциях против России. Траурные мероприятия продолжатся завтра в родной для Грэма Южной Каролине. Там гроб провезут на военном лафете, а церемонию завершит пролет истребителей F-16 в память о его многолетней службе в ВВС США. После этого сенатора похоронят рядом с семьей. Ормузский пролив остается одной из главных точек напряжения на Ближнем Востоке, несмотря на паузу в боевых действиях между США и Ираном. Во вторник у побережья Омана через стратегический морской маршрут продолжили проходить торговые суда. Однако, по данным CNN, движение коммерческих судов в несколько раз меньше, чем до начала конфликта, а участники рынка опасаются новых атак на нефтяную инфраструктуру и танкеры в регионе. В то же время, после объявления о паузе в боевых действиях, мировые цены на нефть резко снизились. Нефть марки Brent подешевела более чем на 11%, что стало самым значительным однодневным падением с апреля. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел отдельные телефонные переговоры с коллегами из Омана и Саудовской Аравии. Главной темой стали безопасность судоходства и ситуация в Ормузском проливе. В Тегеране заявили о необходимости совместных дипломатических усилий для стабилизации региона и вновь обвинили США в создании напряженности. Тем временем Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, однако предупредил: если стороны не достигнут соглашения, Соединенные Штаты готовы возобновить удары. Тем временем в администрации Дональда Трампа заявили о расколе внутри руководства Ирана. По словам постоянного представителя США при ООН Майка Уолтса, часть иранской элиты стремится следовать указаниям верховного лидера Ирана, тогда как другие выступают за смену курса. В Вашингтоне считают, что внутренние разногласия осложняют переговоры с Тегераном и снижают шансы на достижение нового соглашения. В то же время советник главнокомандующего корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Ибрагим Джабари, сделал одно из самых громких заявлений за последние недели. Он дал понять, что Иран готов к многолетнему противостоянию, нынешние удары — лишь начало, а главный козырь Тегеран пока держит в запасе. Пусть Трамп знает, у нас есть самые современные средства, чтобы воевать с вами долгие годы. В начале войны мы используем все, что у нас есть на складах. Но затем в ход пойдут наши самые мощные ракеты. То, что мы до сих пор не показывали и, как у нас говорят, держали про запас, мы тоже применим в ближайшие дни. Кремль обвинил Украину в расширении географии войны. Там заявили, что удар по иранскому судну в Каспийском море следует расценивать как атаку на сам Иран.
По версии Москвы, Киев также причастен к подрыву северных потоков и атакам на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане. В самой Украине эти обвинения ранее отрицали. Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И если посмотреть ретроспективно, собственно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германии, взорвав Северный поток. Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК. Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море. Это атака на Иран. Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно. Жители юга Ливана начали возвращаться в свои дома после частичного вывода израильских войск. Одним из первых населенных пунктов, куда разрешили въезд, стал город Заутер-Аль-Гарбия. Люди находят разрушенные дома, уничтоженные поля и разбитую инфраструктуру. Многие провели в эвакуации почти полгода и теперь пытаются оценить ущерб и начать восстановление. Безопасность в районе обеспечивает ливанская армия, которая развернулась здесь после ухода израильских подразделений. Если израильтяне вернутся, мы больше никогда не покинем свою землю. Мы останемся здесь и будем защищать свою землю. Здесь мы выращивали пшеницу, делали муку, пекли хлеб, варили пшеницу, готовили булгур. Теперь ничего не осталось. Все уничтожено. Мы находимся под защитой государства. Государство нас защищает. Если бы не ливанская армия, наши братья военные, мы бы не вернулись. Военные позвонили нам и сказали: возвращайтесь на свою землю, мы обеспечим вам защиту. Они не оставили ни одного дома, ни одного камня, ни одной вещи. В этих домах невозможно жить. Вы сами все видите. Разве в таком доме можно жить? Разве это не позор? Это результат моего труда и труда моих детей. Здесь росли мои дети, здесь я их воспитывала. Все самое прекрасное в моей жизни было здесь. Теперь в нашей жизни не осталось ничего, кроме терпения и надежды на Бога. Возвращение жителей стало частью соглашения, достигнутого при посредничестве США. Оно предусматривает поэтапный вывод израильских войск и развертывание ливанской армии, которая должна взять под контроль приграничные районы и изъять оружие у Хезболлы. При этом значительная часть Южного Ливана по-прежнему остается под контролем израильской армии. Десятки тысяч жителей пока не могут вернуться домой, а в приграничной зоне продолжаются инженерные работы и подрывы поврежденных объектов. Австралия впервые за более чем 60 лет планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод. О планах объявил премьер-министр Энтони Албанис, объяснив решение последствиями войны на Ближнем Востоке и растущими рисками для поставок топлива. Если проект одобрят, предприятие появится на западе страны. Федеральное правительство и власти штата Западная Австралия уже выделили 4 миллиона австралийских долларов на технико-экономическое обоснование строительства. Сейчас Австралия импортирует около 80% необходимого ей топлива. Власти рассчитывают, что собственный крупный нефтеперерабатывающий завод снизит зависимость от внешних поставщиков и поможет избежать дефицита в случае новых международных кризисов. Мы говорили и продолжаем говорить, что Австралия не является стороной войны на Ближнем Востоке. Но этот конфликт оказывает влияние и на нас, как и на весь остальной мир. Укрепление национальной устойчивости делает Австралию менее уязвимой к последствиям событий, происходящих за рубежом. Я не могу представить лучшего решения, чем строительство нефтеперерабатывающего завода здесь, на западном побережье. Это укрепит устойчивость нашей страны и принесет значительную пользу Западной Австралии, которая играет ключевую роль в экономике страны. Если проект будет реализован, это станет первым новым крупным нефтеперерабатывающим заводом, построенным в Австралии с 1960-х годов. Мы тщательно изучим этот вопрос. Формальные процедуры будет курировать правительство Западной Австралии, и работа будет вестись совместно. Нам важно выбрать подходящее место и убедиться, что проект действительно жизнеспособен,
и может быть реализован. Именно для этого и проводится полноценное технико-экономическое обоснование. В Лондоне продолжается процесс по делу молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Великобритания рассматривает запрос Кишинева о его экстрадиции. Молдавские власти считают Платона одним из организаторов крупнейшей схемы отмывания денег в Восточной Европе, известной как «Молдавский ландромат». По версии следствия, через фиктивные кредиты, подставные компании, решения молдавских судов и сеть банков из России за границу вывели около 22 миллиардов долларов. Деньги многократно переводили через счета разных компаний и банков, чтобы скрыть их происхождение и отмыть. Именно поэтому схему назвали ландроматом, то есть прачечная. В России Платона также признали виновным по этому делу и заочно приговорили к 20 годам колонии. Сам бизнесмен все обвинения отвергает. После задержания в Лондоне он попросил политическое убежище в Великобритании, заявив, что опасается преследования в Молдове. Теперь британский суд должен решить, выдадут ли его молдавским властям. Один из самых влиятельных американских политиков, Митч МакКоннелл, остается в реабилитационном центре после июньского падения. Врачи пока не разрешили 84-летнему сенатору вернуться к работе. Поэтому он пропустит даже традиционное политическое мероприятие в родном Кентукки. МакКоннелл проходит интенсивную физиотерапию, по несколько сеансов в день. По словам медиков, восстановление осложняют последствия полиомиелита, перенесенного в детстве, который уже много лет влияет на его подвижность и повышает риск новых падений. При этом причина июньской госпитализации официально так и не названа. Сам МакКоннелл утверждает, что не переносил инсульт или инфаркт, однако его команда продолжает хранить детали в тайне, что лишь подогревает слухи о реальном состоянии здоровья сенатора, который почти 40 лет представляет Кентукки в Конгрессе и остается одной из ключевых фигур республиканской партии. После долгого молчания офисов СМИ появились версии о деменции, инсульте, тяжелом неврологическом заболевании и даже о том, что он находится при смерти. Сам политик уверяет, что намерен как можно скорее вернуться к работе. В Перу сегодня впервые в истории к присяге приведут женщину-президента. Пост главы государства займет лидер правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори, победившая на выборах с минимальным перевесом, менее чем в 50 тысяч голосов. К власти Фухимори шла почти 15 лет. Она трижды проигрывала второй тур президентских выборов и смогла победить лишь с 4-й попытки. Ее имя по-прежнему вызывает споры. Отец нового президента, Альберто Фухимори, руководил Перу в 90-е, а позже был осужден за нарушение прав человека. Для сторонников Кейко это символ порядка и борьбы с преступностью, для противников – возвращение к противоречивому наследию прошлого. Церемония пройдет в здании Конгресса в День независимости Перу. После принесения присяги Кейко Фухимори получит президентскую ленту и впервые обратится к нации. На инаугурацию в Лиму прибыли король Испании Филипп VI, президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Панамы Хосе Рауль Мулино, а также представители США, Японии и Китая. Сразу после церемонии новый президент проведет первые двусторонние встречи с зарубежными лидерами и представит состав своего правительства. Ким Чен Ын вновь появился на публике вместе с дочерью Чжу Э. Они посетили концерт и военный парад по случаю 73-й годовщины окончания Корейской войны, которую в Пхеньяне называют Днем Победы. Дочь северокорейского лидера вновь оказалась в центре всех официальных мероприятий. Рядом с отцом она принимала воинские почести, общалась с ветеранами и наблюдала за парадом. Южнокорейская разведка уже не первый год считает, что Ким постепенно готовит Чжу Э к роли своей преемницы. Регулярные совместные появления должны укрепить ее статус в глазах военной и партийной элиты, а также показать, что династия Кимов сохранит власть после смены поколений. Во время торжеств по площади прошли тысячи военнослужащих, а вечер завершился масштабным фейерверком. Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны. Конфликт от 1950 до 1953 годов завершился лишь перемирием, а мирный договор между сторонами так и не был подписан. Китай потребовал от Японии ускорить расследование громкого инцидента в своем посольстве в Токио. В Пекине заявили, что японские власти уже 4 месяца не могут наказать человека, проникшего на территорию дипмиссии. Инцидент произошел в марте, когда через ограждение китайского посольства перелез мужчина, представившийся действующим военнослужащим Японии. В Токио объясняют задержку расследования необходимостью психиатрической экспертизы подозреваемого. В Пекине такой ответ назвали неприемлемым и потребовали не только завершить расследование, но и дать Китаю официальные объяснения. Японская сторона, несмотря на неоднократные официальные представления Китая,
под различными предлогами, включая так называемую психиатрическую экспертизу, неоднократно затягивала расследование и рассмотрение этого дела и не смогла своевременно и строго наказать виновного. Китай выражает в связи с этим решительное недовольство. Мы вновь призываем японскую сторону провести всестороннее расследование, исправить сложившуюся ситуацию, признать и исправить допущенные ошибки, установить глубинные причины произошедшего и дать ответственное объяснение Китаю и международному сообществу. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Японии, в префектуре Кумамото. Без электричества остались около 40 тысяч домов, остановлено движение скоростных поездов, закрыта взлетно-посадочная полоса местного аэропорта, часть рейсов отменили или перенаправили. Сразу после подземных толчков власти объявили угрозу цунами высотой до 1 метра и начали эвакуацию жителей прибрежных районов. Позже предупреждения отменили, однако людей призвали готовиться к новым сильным афтершокам. Правительство создало экстренный штаб для ликвидации последствий. По предварительным данным, нарушений в работе атомных электростанций, включая АЭС Сендай, не зафиксировано. Тем временем спасатели продолжают оценивать масштабы разрушений. Уже известно о повреждении исторического замка Кумамото, обрушении моста, нескольких домов и храма. На данный момент сообщений о каких-либо нарушениях в работе ядерных объектов, включая атомную электростанцию Сендай, не поступало. Информация о погибших, пострадавших и материальном ущербе уточняется. Сразу после землетрясения правительство создало оперативный штаб в Центре кризисного управления при канцелярии премьер-министра. Кроме того, была созвана экстренная рабочая группа из руководителей профильных министерств и ведомств. По поручению премьер-министра правительство уделяет первоочередное внимание защите жизни людей и прилагает все усилия для оценки масштабов ущерба и проведения аварийно-спасательных работ, включая поиск и спасение пострадавших. Мы призываем всех сохранять бдительность из-за вероятности новых землетрясений силой до 7 баллов по японской сейсмической шкале. Особенно это касается жителей районов, где были зафиксированы самые сильные толчки. Просим сохранять спокойствие, внимательно следить за информацией об эвакуации, которую распространяют местные власти по радио, телевидению, через интернет и другие официальные каналы, и действовать в соответствии с этими указаниями. На юго-западе Франции пожарные уже несколько дней пытаются остановить масштабный лесной пожар в районе Бордо. Огонь уничтожил более 42 тысяч гектаров, а из опасной зоны эвакуировали около 220 тысяч человек, местных жителей и туристов. По словам спасателей, борьба с огнем напоминает битву Давида с Голиафом. Сильный ветер, экстремальная засуха, жара выше 30 градусов и пересеченная местность не позволяют локализовать пламя. Пожарные говорят о так называемом правиле 30. Температура выше 30 градусов, ветер свыше 30 км в час и влажность ниже 30% создают идеальные условия для стремительного распространения огня. Пожарным крайне сложно бороться с огнем. Сильный ветер, экстремальная засуха, очень высокая температура и сложный рельеф местности делают этот пожар чрезвычайно трудным для сдерживания из-за изменения климата и образования пирокумулонимбусов, облаков, возникающих над крупными пожарами. Нам приходится менять тактику. Требуется больше техники и больше пожарных. Мы постоянно отступаем перед огнем, а затем снова возвращаемся к борьбе с ним. Несмотря на такие условия, пожарные продолжают удерживать рубеж. Их главная задача — защитить людей. Во Франции уже ожидают 4-ю с начала года волну жары, поэтому спасатели опасаются нового ухудшения ситуации. Главной задачей они называют защиту людей, даже если ради этого приходится отступать перед огнем и сдерживать его уже на новых рубежах. Разрушенные дома, перевернутые автомобили и тысячи людей без света. Торнадо обрушился на восток американского штата Висконсин. Сильнее всего пострадали города Минаша, Эпплтон и поселок Фокс-Кроссинг. Власти Минаши объявили режим чрезвычайной ситуации. Спасатели разбирают завалы, расчищают дороги от поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи. Жителей просят не покидать дома и не въезжать в закрытые районы, пока экстренные службы устраняют последствия стихии. По данным Национальной метеослужбы США, опасная погода в регионе сохраняется. Синоптики предупреждают о новых сильных грозах, возможных торнадо и крупном граде. Зинедин Зидан официально стал новым главным тренером сборной Франции. Контракт с легендой французского футбола рассчитан до чемпионата мира 2030 года. На этом посту он сменил Дидье Дешама, который покинул команду после 14 лет работы и неудачного выступления на Мундиале 2026, где французы заняли 4-е место. Сам легендарный футболист признался, что эта должность для него — работа мечты. Для меня сегодняшний день — это продолжение мечты. За последние 4 или 5 лет после того, как я покинул Реал, мне поступало множество предложений от клубов, но я все их отклонил ради сборной Франции. Потому что именно эту работу я всегда хотел получить.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы эта команда продолжала побеждать. Именно это меня и мотивирует — работать со сборной Франции и помогать ей добиваться новых побед. Я счастлив тому, что сегодня со мной происходит, стать главным тренером сборной Франции. У меня просто нет слов. Конечно, я стараюсь держать эмоции под контролем, но меня переполняют чувства. Я готов принять этот вызов. Сегодня меня вдохновляет возможность работать с этой командой. Как игрок Зидан привел Францию к победе на чемпионате мира 1998 года и выиграл Евро-2000, а как тренер трижды подряд завоевал с мадридским Реалом Лигу чемпионов. Теперь перед ним стоит задача вернуть французскую сборную на вершину мирового футбола.